Всем привет! Меня зовут Полина, и сегодня я хотела бы рассказать о том, как делала подшлемник вот для этого шлема солдата имперской гвардии из вселенной Warhammer 40 000. Это открытый шлем, и по сути это каска, сделана из пластика, напечатанная на 3D принтере. Основная идея этого видео о том, как сделать выкройку и как изготовить подшлемник для шлема, который у вас уже есть. То есть понятно, если вы, например, воспользовались пипокурой, выкроили шлем из бумаги, потом ее укрепили, или, например, из EvoFoam сделали шлем, здесь понятно, особенно если он закрытый, вы можете либо сделать выкройку сразу по своей голове, ну что, кстати, не очень хорошо, лучше все-таки чуть больше. И если шлем закрытый, здесь тоже никаких проблем, вы его целиком изготавливаете, и потом можно изнутри подкладывать необходимое количество слоев какого-то мягкого материала, EvoFoam того же самого, небольшого количества шор, допустим, или поролон вообще можно проложить, ничего в этом такого нет. А вот с этим шлемом здесь сложности, то есть нужно изготовить подшлемник, и поскольку у нас голова все-таки не сферической формы, то нужно четко снять размеры его, форму вот эту вот поймать, и подшлемник немного будет длиннее, то есть здесь, например, есть еще предусмотрена защита лица, защита подбородка, соответственно, нужно и доработать потом вот эту выкройку, и сегодня я хочу показать, как я это делала. Я перепробовала просто кучу способов для того, чтобы сделать выкройку внутренней части шлема как можно проще. И в итоге нашла самый, мне кажется, легкий вариант. Вы не поверите, что для этого мне понадобилось. Это туалетная бумага и просто вода в обычном баллончике спрея. Ну и еще малярный скотч, чтобы немножко укрепить все это дело. Сейчас я покажу, как я это сделала. Я сбрызгиваю шлем водой для того, чтобы бумага хорошо прилипала. Затем покрываю его изнутри бумагой в 2 слоя. Самое главное, чтобы листы плотно прилегали к поверхности. Затем поверх бумаги я приклеиваю кусочки малярного скотча. Так наш бумажный шлем не развалится. Потом нужно дождаться, пока все высохнет. Например, можно оставить шлем на ночь. Я так и сделала. Теперь можно убрать все лишнее. Мне нужна только внутренняя поверхность шлема. Заготовка готова, можно делать выкройку. Я разрезаю заготовку пополам, потому что шлем симметричный. Теперь мне нужно разрезать эту половинку так, чтобы она стала почти плоской. Подшлемник будет сделан из EvoFoam. Этот материал можно нагревать и сгибать, поэтому мне не нужна абсолютно плоская выкройка. Гораздо лучше сделать так, чтобы швов на готовом подшлемнике было как можно меньше. Я сделала всего 2 надреза, этого достаточно.
Кроме того, я приклеила лист бумаги и дорисовала на нем защиту лица. Очень удобно делать это перед зеркалом прямо на себе. По этой выкройке я вырезала деталь из Evofoam толщиной 4 мм. Одну половину выкройки я обвела, а потом отзеркалила так, чтобы шва сзади не было видно. Для того, чтобы Evofoam лучше принимала форму шлема, я сделала надрезы под углом 45 градусов. После этого я вставила деталь внутрь шлема, нагревала ее промфеном и плотно прижимала для того, чтобы она согнулась так, как надо. На этом этапе можно подрезать Evofoam так, чтобы швы состыковались как можно лучше. То есть можно скорректировать нашу деталь, тем более, что швы будут внутри, их будет не видно, но здесь есть какая-то возможность что-то исправить. Склеиваю швы клеевым пистолетом. Клей наношу с избытком, потому что толщина Evofoam очень маленькая. Тонкие листы сложно клеить, и к тому же эта часть подшлемника будет внутри шлема, то есть ее будет не видно. При нагревании Evofoam становится очень жестким, поэтому на макушке, где сходятся все швы, подшлемник может быть неудобный, может прям впиваться в голову. Я решила отрезать эту часть, вместо нее приклеить цельный кусок, и так стало гораздо комфортнее. Теперь буду делать защиту подбородка. Я нагрела кусок Эвы промфеном и формовала его об гантелью, потому что мне очень понравилась ее форма. Но самое главное — это найти, чем формовать Эву. Обязательно что-то подвернется дома. Деталь подбородка я подрезала постепенно. Сначала убрала все лишнее канцелярским ножом, потом обработала наждачной бумагой. Защита подбородка крепится к основной детали ремешками. Я вырезала их из того же самого куска Evofoam и приклеила.
Гравером я подровняла все детали, придала им окончательную форму и убрала излишки клея. Для того, чтобы подшлемник смотрелся лучше, я решила добавить еще защитные пластины и немного скруглить углы. Я хотела, чтобы подшлемник и шлем выглядели как единое целое, а на шлеме нет совсем острых углов, и по моей задумке пластины на щеках и подбородке будут того же цвета, что и сам шлем, то есть зеленый. Я считаю, что так смотрится очень гармонично. Имею ли я право немного менять дизайн? Это же косплей. Я думаю, что да, потому что Империум настолько огромный, что внешний вид доспехов очень сильно отличается от планеты к планете. И мне кажется, что в таком косплее важен баланс творчества и адекватности. Например, нужно подумать, как пластины прикрепили бы к шлему и как прикрепили бы ремни. Мне кажется, что здесь логичнее всего использовать заклепки. Да, они не настоящие, но это не значит, что их можно лепить куда попало. Для того, чтобы заклепки были симметричными с обоих сторон, я сделала бумажную выкройку и все равняла по ней. Для заклепок мне пригодился пробойник, просто я не давила слишком сильно, чтобы не сделать дырки насквозь. Теперь время грунтовки. Я смешиваю примерно 10 частей клея Момент Столяр с 1-2 частями воды. Не наношу следующий слой, пока предыдущий полностью не высохнет. Клей высох, когда он становится прозрачным. Здесь я нанесла 3 слоя. Существуют и другие способы грунтовки, но этот мне нравится тем, что поверхность получается очень ровная и гладкая, да и такой клей купить не проблема.
Правда, у такой грунтовки есть одна особенность. Пока вы ее не покрасили, она очень уязвима. Ее нельзя царапать или что-то к ней клеить. Поэтому для покраски я сначала оборачиваю деталь полиэтиленом и закрепляю ее малярным скотчем. То есть нельзя клеить скотч прямо на деталь. Но после покраски все будет крепко и надежно, не переживайте. Крашу я самой простой краской из баллончика в 2 слоя. Деталь подбородка будет съемной, она крепится за счет липучки. Причем к основной детали шлема я приклеила именно мягкую часть липучки. Это нужно для того, чтобы за нее не цеплялись волосы, даже если я решу не надевать защиту подбородка. И кроме того, на основной части шлема липучка гораздо большего размера, чтобы удобно было настраивать индивидуально под разные формы лица. Так шлем смогу носить не только я, но и кто-то другой. Еще хотела бы сказать по поводу покраса. На самом деле, единственное, что я решила в конце концов добавить, это всего лишь заклепки покрасить на шлеме отдельно. И все. Я решила не выделять никакие элементы, хотя у меня такой план сначала был, я думала что-то выделить, но потом подумала, что это будет просто нелогично. То есть, например, о состаривании вообще никакой речи быть не может, потому что я думаю, что комиссар не одобрил бы, если бы вы пришли на смотр в каком-то задрипанном шлеме, поцарапанном, да, то есть вам бы просто не поздоровилось, поэтому это ненормально, когда военная форма какая-то грязная, поцарапанная, то есть если вы, не знаю, там, превозмогали, может быть, в течение недели где-то, и то с какой стати вы такой неряха, да, то есть на самом деле здесь я подумала, что чем он будет выглядеть аккуратнее, если здесь не будет никаких потертостей, ничего такого, это будет логично наоборот, потому что это военная все-таки форма, а не просто какой-то костюм, например, для постапокалипсиса или что-то в этом духе. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным, полезным. Напишите в комментариях, любите ли вы Warhammer так же, как люблю его я, любите ли вы собирать какие-то миниатюры или книги читать. Вот. Я надеюсь, что среди вас найдутся мои единомышленники, так что пишите. Пока-пока, увидимся.